Приветствую вас на канале Сад и Огород своими руками. В этом видео я хочу озвучить топ-5 луковичных цветов, которые необходимо высаживать осенью. На самом деле луковичных цветов осенней посадки больше, чем 5, но именно 5 мы рассмотрим подробно, а остальные луковичные я просто озвучу название. Ну что, давайте начнем. И, конечно же, начать хочу с самого популярного цветка луковичного, который мы высаживаем осенью. Это тюльпан. Именно осенью их нужно высаживать. Высаживать можно начиная со второй половины осени и до тех пор, пока не промерзнет грунт. В прошлом году мы высаживали тюльпаны в декабре, когда уже лежал слой снега полметра практически, раскапывали снег, высаживали, и весной эти тюльпаны прекрасно цвели. Друзья, многообразие тюльпановых растений просто поражает. Более 80 видов, в которые входят более 5000 сортов. Вот такое разнообразие, поэтому без исключения любой огородник, любитель тюльпанов, подберет для себя то, что нравится именно ему. Первыми своим цветением нас порадуют весной, как только сойдет снег, тюльпаны Кауфмана. Это небольшие цветы, которые зацветают одновременно с подснежниками. Ну а заканчивать цветение тюльпанов будут тюльпаны поздние, которые цветут в мае. Вот такой широкий период цветения тюльпанов весной в зависимости от сорта. Поэтому выбирайте, когда и какие тюльпаны вы бы хотели увидеть цветущими на своих клумбах. Многообразие поражает: и тюльпаны Грейга, и тюльпаны Триумфы, и тюльпаны поздние, и тюльпаны ранние, многоцветковые, одноцветковые, семейные, попугаеподобные, и пионоподобные, и махровые, и бахромчатые. В общем, если все виды тюльпанов перечислять, это займет очень-очень много времени. Друзья, вот сейчас я все это показываю на примере сайта интернет-магазина Florium, в котором я заказываю все луковичные цветы для посадки на нашей даче. Поэтому, если хотите более подробно за каждый вид тюльпана, либо других цветов, о которых я сегодня буду рассказывать, почитать, я ссылку на интернет-магазин Florium оставлю внизу в описании под этим видео. Сейчас у них очень хорошие осенние распродажи. Есть еще в наличии много видов и сортов различных луковичных и не только растений. А в дополнение к скидкам, которые есть сейчас в интернет-магазине Florium, вы можете использовать промокод, это уже лично от меня, промокод «Наша дача», и по нему вы получите дополнительную скидку минус 10% на все растения, которые только вы выберете для себя в интернет-магазине Florium. Следующий цветок, на котором особенно хочу остановиться, потому что это один из наших любимых луковичных цветов, это гиацинты. Гиацинты многообразны по своим расцветкам, от желтых, фиолетовых до синих, красных, белых. Высота в среднем растения 20-30 сантиметров. Цветут в апреле, в мае, как в кашпо, так и на клумбах. Мы выращивали в кашпо. Цветы прекрасные, цветы легко выращиваются, цветы просто притягивают наши взгляды, потому что настолько это необычно и ярко выглядит весной, когда еще мало ярких красок на наших участках. Но гиацинты, они превосходят все ожидания, так же, как и тюльпаны. Цветение в среднем одного растения 15-20 дней. Всеми нами любимые нарциссы. Нарциссы знают все без исключения, я просто уверен. Бывают простые, бывают махровые, бывают желтые, белые, красноватые, оранжевые и так далее, и так далее. Тоже очень большое разнообразие выведено селекционерами для того, чтобы они нас радовали. Высаживаются осенью до морозов, пока не промерзнет грунт. Следующий цветок, о котором тоже особо хотелось бы рассказать, это мускари. Цветок, который мы лично для себя открыли не так давно. Он чем-то напоминает миниатюрный гиацинт. Такая же группа маленьких цветочков, собранная в соцветие. Цвета и расцветки тоже очень красивые, очень нежные. Красиво смотрятся они как в горшках, так и на клумбах. Как в одиночных посадках именно мускари, так и в смешанных среди тюльпанов. Такие посадки мы будем проводить этой осенью на нашей даче, перемешивая мускари с тюльпанами низкорослыми. Тюльпаны Грейга, среди них вот именно синих тюльпанов таких нет, а мускари
мускари будут дополнять красные, желтые и разноцветные тюльпаны вот этой небесной синевой. Поэтому я думаю, что это будет просто потрясающее зрелище, которое мы с вами обязательно увидим на моем канале весной. И давайте перейдем к завершающему топ-5 луковичных цветов, цветку под названием крокус. Это один из самых ранних весенних цветущих растений. Цветет сразу же после таяния снега вместе с подснежниками. Яркость расцвета крокуса ранней весной просто очаровывает и притягивает взгляд. Смотрите, какая красота, какое разнообразие. И просто это очень-очень красиво выглядит на клумбах, когда еще не цветут никакие другие цветы. Крокусы встретят нас своей красотой, своей радостью первыми на наших клумбах. Цветут крокусы с марта по апрель. Это все, что касается именно топ-5 луковичных цветов, самых популярных среди огородников. Но давайте я еще некоторые озвучу. Лилии, фритиллярии, они же рябчики, алиумы. Тоже весьма красивые цветы, хотя они на любителя, может быть, не всем они нравятся, но они очень красиво смотрятся на клумбах. Безвременник, тоже весьма редкий цветок, но он очень красиво цветет осенью. Голландские ирисы. Это не те ирисы клубневые, это ирисы луковичные. Смотрите, как красиво они выглядят. Высаживать их можно уже сейчас, осенью. Друзья, возможно, я забыл какие-то луковичные цветы осенней посадки озвучить в этом видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно почитать. На этом закончу. Спасибо за внимание. Всем крепкого здоровья, мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч.